Катюха, а чего у тебя такие глаза красные? Ты что, плакала? Не дождетесь. Не выспалась просто. Держи. Помогите кто-нибудь! На каталку. Что с ней? Не знаю, сознание потерял. На УЗИ срочно. Валя, помогите, пожалуйста. А что же вы скорую не вызвали? Машиной быстрее. Доброе утро. Да что ж такое самое утро? Переодеться. Да, Филатова. Доброе утро, Елизавета Юрьевна. Здрасте, Катерина Сергеевна. Хочу попросить вас о небольшой услуге. Через пару часов к вам поступит пациентка. Галина Скачко из Олудумы. Подготовьте ей, пожалуйста, вип-палату в родильном отделении. Ага, хорошо, я, конечно, подготовлю. А какой у нее срок? Ну, вообще-то женщине нужно сделать аборт. Но сначала подлечить кальпит. Ну, тогда ей к Заболотину. Лучше, чтобы она лежала в родильном. И пусть ее лечащим врачом будет Альберт Александрович Думанский. Также очень желательно, чтобы о пребывании этой пациентки в больнице знали как можно меньше народа. Сделаем, не вопрос. Конечно, вип-палата как раз сейчас свободна, Катерина Сергеевна. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо большое. И вам. Что-то происходит. Фамилия, имя и дата рождения. Нечаева Татьяна Александровна. 2 мая 1990 года. 2 мая. Отдайте, пожалуйста, ее паспорт и карточку. А у нас украли документы. И карточку украли. Понимаете, документы лежали в машине, в барсетке. Ну, машину вскрыли. Все забрали, сейчас вот восстанавливаем. Простите, как вас? Катя. Кать, вот мое летное удостоверение и загранпаспорт. А гражданский ваш паспорт можно посмотреть? Ну, я же вам сказал, украли паспорт. Мы с женой прописаны в этом городе, Первомайский район, Пушкинская, 15, квартира 4. Хорошо. Пушкинская, 15. А в какой поликлинике она наблюдалась? Нашей, районной. По месту прописки. А вы в какой поликлинике наблюдались? У себя в райцентре. Счастливая. А, знаю, бывал. Так. А откуда у вас синяки? Не обращайте внимания. Я не могу не обращать внимания. Эти синяки могут говорить о какой-то скрытой болезни. Откуда они? Я падала. Кружилась голова, теряла сознание и падала. Сейчас посмотрим. Судя по всему, часто падали. Так. Не вставайте. Давай сюда срочно каталку. Алло. Готовьте операционную. Экстренная кесарево, да. Это... Вы сейчас обо мне? У вас острая гипоксия плода, и операция сейчас единственный выход. Ну что, Галина Петровна, кальпит мы вам подлечим, потом Альберт Саныч сделает операцию, и все будет хорошо. Спасибо. И я вам прописал витамины, спринцевание, свечи, сдадите анализы, бак-посев и мазок. Хорошо. Когда скажете, тогда я сдам. А уже после сдачи анализов мы пропишем вам курс антибиотиков.
Да. Здрасте, вызывали? Да, проходи, пожалуйста. Познакомьтесь, пожалуйста, Вита Игоревна, наша старшая медсестра. Она вам поможет. Обращайтесь к ней. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Галина, очень приятно. Очень приятно, Галина. Курс уколов. Все написано. Я поняла, сделаем все в лучшем виде, не волнуйтесь. Прекрасно располагайтесь. Спасибо. Вита Игоревна. Да, сейчас все. Всего доброго. Всего доброго. Галина, как вас по отчеству? Петровна. Галина Петровна, значит, смотрите. Вот этот большой пульт у нас от кондиционера, вот. А вот этот маленький, желтая кнопочка, от телевизора. Хорошо. Ну что за птица-то? Ну, вероятно, высокого полета из самой облдумы прилетела. Если из облдума, тогда ясно. Только непонятно, почему ее с абортом положили в родильное, а не в гинекологию. Я не знаю, Савчук мне не докладывала. Попросила положить ее в вип-палату, вас назначить ее лечащим врачом и не распространяться о ее пребывании у нас. Ясно? Как же мне отблагодарить Екатерину Сергеевну за проявленное столь высокое доверие? Игорь Александрович, не ерничайте. Доктор, я Нечаев, муж Татьяны. Скажите, что с ней? Ей необходимо срочное кесарево. Головокружение у нее давно? Головокружение? Ну да, падение, токсикоз. Это же не сегодня началось. А она будет жить? Я сделаю все возможное. А ребенок? Никаких прогнозов. Танюша, держись. Так, а вы оставайтесь здесь, вам дальше нельзя. Сатурация падает. Ваня, добавь кислород. Уже. Делаю гистеротомию. Одно легкое не продыхивается. Я у нее во время осмотра заметил какие-то следы от дренажей. Извлекаю. Вот так. Самостоятельное дыхание отсутствует. Интубирую ребенка. Удаляю плаценту. Инфаркт плаценты. Андрюш, заканчивай быстрее. Понял. Ускоряемся. Шить. Как она? Она жива? Жива. Состояние матери и ребенка стабильное. Спасибо. Я хотел у вас кое-что спросить. Конечно. Скажите, у вашей жены на грудной клетке следы от дренажей. Откуда они? Дренажи? Ну, такие операцию делали. Какую? Я же говорил, для меня эти ваши термины темный лес. У нас украли документы, восстановим Танюшину карточку, сами посмотрите, что за операция. И разве сейчас это имеет значение? Имеет. У вашей жены возникли осложнения во время операции. Я пытаюсь понять, от чего. А вы мне не можете ответить на самые простые вопросы. Я сказал все, что знаю. Я могу ее увидеть? Сейчас она в реанимации. К вечеру переведут в послеродовой, вот тогда увидите. Спасибо. Жжет. Ну да, витамины все так. Ничего, пожжет и пройдет. Держите. Глаша, Здравствуйте. входи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот принесла вам из дачи. Возьмите, пожалуйста. Нет, сдачу, девочка, забери себе, проведем как доставку. Да нет, что вы, я... Нет, я пойду. До свидания. До свидания. Ой, вы знаете, Глаша такая девчушка старательная. Молоденькая санитаркой работает. Наверное, из бедной семьи, да? Уж кто-кто, а это точно не пропадет. Ее под свое крыло сам Заболотин взял. Кто? Заболотин Максим Викторович, заведующий гинекологического отделения. А вот оно что.
А почему вы так удивились? Кто я? Нет, я не удивилась. Показалось. Ну ладно, вы отдыхайте, я пойду. Спасибо. А что вызывает инфаркт плаценты? Гипертония, тяжелое течение позднего токсикоза. Ну, у Нечаева ничего этого не было. А еще может повлиять резкое изменение атмосферного давления. Ну, вот как в горах, что ли? Где мы, где горы? Ну почему в горах? Ну, например, в самолете. В самолете. Ну да. Слушай, ну какая разница, она в горы ходила или в самолете летала? Есть следствие, инфаркт плаценты. Что-то не договаривают эти супруги Нечаевы. Если они вообще супруги. Заходите. Танюш, как ты? Болит все. Ты никуда не уйдешь. Не уйду. Мне страшно. Уже поздно. Время посещения ограничено, но ваш муж сможет прийти к вам завтра. А больница? Она на ночь закрывается? И мой ребенок. А где мой ребенок? Он в детском отделении. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Скоро вы встанете и сами сможете к нему ходить. А сейчас, Таня, вам просто нужно успокоиться. Это послеродовая депрессия, такое бывает. Пойдемте. Доктор, а можно разрешить? Не более 5 минут. Спасибо. Вот. Регистрация. Может, и Нечаевой сказал, что она наблюдалась в поликлинике Первомайского района. А мне она сказала во время УЗИ, что наблюдалась в райцентре «Счастливая». Ну, хорошо. Что еще? Это Татьяна вся в синяках. На груди следы от дренажей. Во время кесарева легкая не раскрылась. Ну, рецидив пневмоторакса. А еще инфаркт плаценты. Можно ведь допустить перепад давления? Ну, например, перелет. Теоретически да, а муж что говорит? Да в том-то и дело, что ничего не говорит. Не знаю, не понимаю, не разбираюсь. Паспорта украли, карточку украли. Паспорта, значит, украли? Я думаю, врет. А что за синяки? Очень похоже на побои. Может быть, этот летчик ее бил. Хорошо, я разберусь, где она наблюдалась, а сейчас пойдем к ней, я хочу лично с ней пообщаться. Скучаешь? А я вот, все. Графики доделала, смотрите. Теперь можно и отдохнуть. И витаминчиками подкрепиться. Виточка Игоревна, не ставьте меня, пожалуйста, на пятницу дежурить. Футбол же. Ты мне еще завтра сказала. Пятница за Олесей была, она еще месяц назад просила. У сестры свадьба, а свадьба это святое, так что здесь будешь смотреть. Ну да. Экстренное посмотришь. сообщение. Разыскивается гражданка России Таня Эванс в девичестве Татьяна Василькова. Дата рождения 2 мая 1990 года. Дата исчезновения 3 апреля 2013. Место жительства на момент исчезновения Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки. Обстоятельства исчезновения: ушла из дома и не вернулась. Женщина была беременна. Так это же Нечаева из 5-й. А я думаю, кого она мне напоминает? Всем, кому что-то известно о местонахождении Тани Эванс, просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. Елизавета Юрьевна, по-моему, у нас проблемы. А что у тебя? Какая-то ты пуганая подруга. Добрый вечер, мамочки. Здравствуйте. Как вы тут? Все хорошо, Андрей Васильевич. А вы, Таня, как? Терпимо. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета Юрьевна, я начмед этой больницы. Скажите, пожалуйста, а вы в последнее время совершали авиаперелеты? Нам разрешите? Откуда у вас эти синяки и след от дренажа? Ну, я говорила уже Андрею Васильевичу. Я потеряла сознание
упала с лестницы и поломала ребро. И повредили легкое. Алло. Да, соберитесь, пожалуйста. А где вам делали операцию? У нас в райцентре. В Счастливом. Скажите, Тань, пожалуйста, вас били? Нет. Слушайте, если у вас проблемы, мы можем вам помочь. Мы можем обратиться в полицию. Не нужно полицию. Почему вы так боитесь полиции? Потому что вас ищут? Кто меня ищет? Сегодня по телевизору было сообщение о разыскиваемой некой Тане Эванс. Фотография девушки очень похожа на вас. Я не знаю никакой Тани Эванс. Я Татьяна Нечаева. Меня никто не ищет. Леся, это вам. Можно ручку? Да, конечно. Хорошего вечера. Спасибо. Сергей Иванович, ничего себе, сколько лет, сколько зим. Неужто Анна Васильевна решила снова рожать? Да ты чё, Макс, нам и 2 спиногрызов достаточно. А букет – это для одной нашей сотрудницы. Ага. Вот, лежит тут у вас. Поручили передать. Понял. Ну, побегу я. Давай. Рад был видеть. Взаимно. Асе, привет. Анне Васильевне тоже низкий поклон. А кто это у нас такой импозантный? Это, Вита Игоревна, шофер. Одного еще более импозантного. Объяснил, блин. Проходите, Василий. Здравствуйте. Присаживайтесь, нужно поговорить. О чем? Вчера при оформлении вы сказали, что ваша жена наблюдалась в поликлинике Первомайского района. Так и есть. А Таня нам сказала, что наблюдалась в своем райцентре «Счастливая». Я звонила в обе поликлиники. Ни там про Татьяну Нечаеву ничего не знают. Второе. На теле у пациентки обнаружены синяки, похожие на следы побоев. Ее никто не бил. И третье. Вчера по телевизору показали портрет разыскиваемой Тани Эванс. Медсестры ее узнали. Это наша пациентка, которую вы упорно продолжаете называть Татьяной Нечаевой. Как видите, у меня есть все основания позвонить в полицию. Не надо. Почему? Таня не моя жена. Рассказывайте. Она действительно жена гражданина США. Но этот Эванс – настоящее животное. Он ее избивал, грозился отнять у нее ребенка. Она от него сбежала, и я ей помог. Вы были знакомы? Да. Мы работали вместе. До ее свадьбы с этим Эвансом она была стюардессой нашего экипажа. Так а почему же вы раньше не сказали? Да поймите, если он ее найдет, он и убить может. Тут в карточке написано, что наша ВИП-скачко экономист в облдуме. Но как-то странно. Вообще, мне кажется, простым экономистам ВИП-палаты не выделяют. Ну да. Так, вот, сайт облдумы. Галина Скачко, член комитета по бюджету, налоговой, финансовой политике, бла-бла-бла. Так, тут скорее важно не кто она, а чья она. Ну, вообще странно. Пристраивает ее сама Савчук. Причем просит, чтобы все было конфиденциально. И требует, чтобы лечащим врачом был именно я. Хотя по диагнозу она пациентка заболотная. Ей надо в гинекологию. Какие-то сплошные ребусы. О, Альберт Александрович. Ларчик-то просто открывался. Ну-ка. Бюджетный комитет, в котором как раз работает наша Галина Скачко, возглавляет Заболотин Виктор Николаевич. Это… Папа нашего Максима Заболотина. Ну, все понятно. Да. Вот оно в чем дело. Да. То есть вы хотите сказать… Ничего не хочу сказать, кроме того, что председатель комитета очень заботится о некоторых своих сотрудниках. Ну, это абсолютно нормально, в этом нет ничего такого. Так что, Альберт Александрович, вы можете свободно идти работать. Я благодарю вас, Мария Славовна, вы развеяли все мои сомнения. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо, всего доброго. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я адвокат Тустинов и представляю интересы гражданина Америки Эндрю Эванса. Скажите, пожалуйста, вам знакома эта девушка? Нет, я ее ни разу не видела. А вам? Да нет. Странно. Очень странно. Тогда, быть может, вы подскажете мне, где находится кабинет главного врача? Да, конечно же. 2-й этаж. Спасибо. Катя, что? Что-то случилось? Случилось. Здравствуйте, мамочки. Здравствуйте. Таня, приехал адвокат этого Эванса, тебя ищут. Ой, уже нашли. А что же делать? Сейчас одеваешься и тихонечко спускаешься по черной лестнице. Я такси подгоню и дам тебе ключи от своей квартиры. Ты уколы делать умеешь? Кому? Себе. Никогда не пробовала. Ну, придется. Дам тебе пачку окситоцина и шприцы, а сама утром приеду после дежурства. Собирайся. Да, у нас в больнице есть девушка, похожая на эту Таню Эванс, но ее зовут Татьяна Нечаева. Да, Нечаева, я знаю. Откуда? Понимаете, дело в том, что господин Эванс, кроме меня, нанял еще частного детектива. Нет, к нам в больницу не приходил частный детектив. Значит, этот человек не зря получает свои деньги. Пожалуйста, вы можете убедиться. Вот документы. Здесь свидетельство о браке Татьяны Васильковой с Эндрю Эвансом. Здесь иммиграционная карта Тани Эванс. А вот еще свадебные фотографии. Вы не рассматривали вариант, что девушки просто похожи? Мы рассмотрели все варианты и лишнее просто отбросили. Таня находится в вашей больнице. А этот пилот Нечаев просто выкрал ее и незаконно вывез из Соединенных Штатов. Вы понимаете, что это международный скандал? В том случае, если все, о чем вы говорите, соответствует действительности. Это легко проверить. Мне просто нужно встретиться и поговорить с супругой своего клиента. Пожалуйста. Реброва, переведите, пожалуйста, ко мне в кабинет Татьяны Нечаевой. Сейчас поговорите. Этого Нечаева нужно судить. Он нарушил ряд законов Соединенных Штатов. Он просто наплевал на международное право. Он хоть навещает Таню? А что, частный детектив вам об этом не сообщил? Сообщил. Просто я хотел убедиться, что вы готовы помогать следствию. А что, уже началось следствие? Не беспокойтесь, скоро начнется. Елизавета Юрьевна, а Нечаевой в палате нет. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. Не так ли, господин адвокат? Да-да. Можно. Да. Мариночка, у меня для тебя есть сюрприз. Вот. Что это? Контрамарки. Нас пригласили на премьеру в театр. Кто? Актеры. Ты представляешь, однокурсники моей бывшей жены работают у вас в театре. Премьера сегодня? Да. А после обещали шикарный банкет. Я не могу, у меня дежурство. Как не могу? Я убью себя. Подменись. Кем? Ну, да он хотя бы с Дыбенко. Я, кстати, сегодня расписание смотрел. Там дежурит Реброва. И уверяю тебя, Дыбенко тебе еще спасибо скажет. Да? Да, моя милая. Давай, давай, звони. Ну ладно. Алло, ординаторская? Мы запросили РОВД в Счастливом, там мать этой Татьяны живет. Спасибо. Но у матери ее нет. А у Нечаева? А Нечаев сейчас в Норвегии, в рейсе. Оформили ордер, вскрыли квартиру.
Там ее тоже не оказалось. Ну, не могла же она в воздухе раствориться. Да не переживай, Нечаев прилетит из рейса, мы его допросим. В конце концов, он-то должен знать, где его так называемая женушка. Когда он из рейса прилетит? Она у нас первородящая, может не справиться с лактацией. Ей нужно окситоцин колоть по часам. У нее могут быть осложнения после операции. Заводись ты, не заводись. Найду я тебе эту Татьяну. Найду. Главное, чтобы я этот американец первым не нашел. А ты чего ты хмурый такой? Из-за того, что у тебя Любавин Савина увел? Это у тебя Савина Любавина увела. А я при чем? Мне вообще Любавин этот до лампочки. Ага. Только слепой не видит, как ты на него смотришь. И как, по-твоему, я на него смотрю? Андрей Васильевич, там Галине Скачко из палаты плохо стало. Савина говорила, спокойное дежурство будет. Что случилось? Да, плохо. Где болит? Больно. Ну что там? Не отвечают ни Савина, ни Думанский. Похоже, у вас аппендицит, нужно срочно оперировать. Я легла на аборт. В курсе. Так, давай каталку. Позовите Вызывай Заболотина. операционную и всю дежурную бригаду из хирургии сюда. Никого не говорите. Виктор, пусть приедет Думанский. Алло, Елизавета Юрьевна, это Дыбенко. У нас тут непредвиденная ситуация. Ой, не могу. Вип-пациентке стало плохо. Да, звонили они вне зоны. Нет. Савиной нет, я с ней дежурством поменялся. Ну, подозреваю аппендицит. Еще штуку бросать. Перекладываем. Пельвиоперитонит. Филатова звонила. Она уже едет, категорически запретила начинать без нее. Уже начали. Ей ехать 40 минут, у нас пациентка умрет. Да, но если не дождетесь Филатову, умрете вы. Да черт с ней, с Филатовой. То есть с Богом. Продолжаем. Зажим. Перфоративный гангренозный аппендицит. Зажим. Яичник и маточная труба полностью поражены. Нужно удалять. Ты уверен? Уверен. Сушить. Андрей Васильевич, Что вам, Реброва? я хотела спросить, вам помощь нужна? Не нужна. Не мешайте вести операцию. Добрый вечер. Добрый вечер. Я понимаю, что поздно, но могу ли я жену навестить? Татьяна Нечаева. Я только из рейса. Сейчас посмотрю. Спасибо. Гражданин Нечаев, Да. вы задержаны. Следуйте А за что мной. здесь происходит? Вы работаете, гражданочка. Какая вам гражданочка? А кто это вообще? Нечаев. Такой симпатичный. Олеся, ты замужем? Трудитесь объяснить, что здесь произошло. У пациентки Скачко был приступ острого гангренозного аппендицита, и во время операции я обнаружил пиосальпингс и пиовар. Эту пациентку вели вы? Нет, но было очевидно, что яичник и маточная труба поражены давно. Заболевание было запущено. Что вы сделали? Правостороннюю аднексэктомию и дренирование брюшной полости. И не прогадал. Что значит не прогадал? А если бы прогадал? Кто вообще тебе дал право принимать такие решения? Интуиция. И какая... Интуиция настоящего врача подсказала ему верное решение. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Платон Ильич. Тихо, тихо, не возвращением! А как вы здесь оказались? Как, самолетом? Как Франция. Хорошо, Франц. Пойдемте. Чего вы здесь? Идем, идем, идем. Спасибо.
Ой, какая красота! Ух ты! Прям Франция запахла. Такого мы еще не пили. Андрей Васильевич, разливай. Хорошо вы выглядите, Платон Ильич. Спасибо. Вы с этой тростью такой прикольный. Как доктор Хаус. Ага. Ну, это штук ненадолго. Всего на пару месяцев. Так, для подстраховки. Андрей Васильевич, я сок. Кать, можно. Ну, как говорят французы, асанте. Будем здоровы. С возвращением. С возвращением. С возвращением. Вы что, не понимаете, насколько все серьезно? Пожалуйста. Вот письмо из посольства с просьбой о максимальном содействии адвокату Устинову, представителю интересов гражданина США. Хотите чаю? Шутите? Нет, я просто не понимаю, разве мы вам препятствуем? Факс от Эндрю Эванса с переводом. Он просит, чтобы я немедленно перевез ребенка в Штаты. Ну, как вы это себе представляете? Мальчик в тяжелом состоянии. Если понадобится, мой клиент предоставит самолет с медицинским оборудованием. Не перебивайте, пожалуйста. Как адвокат и как бывший гражданин этой страны вы должны помнить законодательство. Вы не имеете права перевести ребенка без разрешения матери. Это вы о ком? О той женщине, которая сбежала из больницы и бросила ребенка? Ты чего вернулась? Катя, спасибо, что приютила. Ну, тут же адвокат твоего Эванса днюет и ночует. Катя, здесь мой ребенок. Пока я буду прятаться, его отберут. И Нечаева арестовали, представляешь? Я по телевизору видела. Говорят, что он меня выкрал. Но это же неправда. В общем, спасибо тебе большое. Пойдем, я тебя в палату проведу. И даже после этого ваш муж Эндрю Эванс готов вас простить. Он ждет вас с сыном. Скажите, на какое число заказывать билет? Ни на какое. Я не вернусь. Передайте Эвансу, что я подаю на развод. Вы хорошо подумали? Да. Или, быть может, вам напомнить условия брачного контракта? Если инициатором развода становитесь вы, Татьяна, вы не получите от Эванса ни цента. Я помню. Где подписать? Не делайте то, о чем потом будете жалеть. Спокойно возвращайтесь в Штаты. Подавайте иск на Эванса. Он ведь избивал вас? Избивал. Мы с вами отсунем у него половину состояния. Значит, мы с вами? Ну, конечно. Вы тоже можете быть моим клиентом. Это мы уже проходили. Когда меня без сознания привезли в госпиталь. С поломанными ребрами и с дыркой в легком. Многое я смогла отсудить. Послушайте, тогда у вас был неопытный адвокат. Со мной будет все по-другому. Я знаю, как будет с вами. Эванс заплатил вам, чтобы вы всеми правдами и неправдами доставили меня в Штаты. Он заплатит еще, отберет у меня сына и вышвырнет меня. Послушайте, у вас очень бурная фантазия. Слишком хорошо знаю, на что способен Эванс. Передайте ему, что я не вернусь. Хотите судиться, судитесь. Конечно. Конечно, мы будем судиться. Или вы думаете, что в вашей стране еще остались неподкупные судьи? Have a nice day, Татьяна. Вот тогда у меня пазл и сложился. И я понял, что инфаркт плаценты он вызван авиаперелетом. Андрей, в медицине нет диагнозов, подтверждающих авиаперелет. Ну так были же еще дополнительные улики. Ну, во-первых, этот пакетик с сахаром из самолета. Во-вторых, рецидив пневмоторакса. И самое главное, эту Татьяну в больницу привез кто? Пилот. Ну, ладно, если бы это был мужик с аквалангом, я бы тогда на дайвинг грешил. Андрей Васильевич Пуаро. Звучит. Звучит. Это знаешь, как в анекдоте. Общаются два друга. Один уверен, что его жена изменяет ему с мельником, потому что, у себя в постели, он постоянно находит муку. А другой убежден, что его жена изменяет ему с сантехником Васей,
Потому что у себя в постели он постоянно находит сантехника Васю. Вот так и ты. А вы изменились, Платон Ильич. Ну, надеюсь, в лучшую сторону. Ну, конечно. Шутите, анекдоты рассказываете. Франция. Франция. Возвращение. Мам. Танечка. Мамочка. Танечка, а что ты там натворила в своей Америке? Мам, ничего. Ну, как ничего? Ну, а почему тогда ко мне то детектив какой-то, то полицейский ходит и ходит? Ну, они думали, что я тебя прячусь. Ну так если не виноваты, зачем искали? А зачем твою фотографию по телевизору показывали? Доченька, я не знала, что думать, Танюша. Я все глаза выплакала. Мам, Эванс им сказал искать, вот и искали. Дочь, а ты никого не убила? Мам, ну… Прости. Я просто убежала, понимаешь? Как убежала? А зачем? Ты же писала, что все у тебя хорошо. Танюш, фотографии мне высылал, деньги. И муж у тебя такой красивый. Мне все соседки завидовали. Танюш, что случилось? Эванс меня бил. Господи. Переживай, ну прошу тебя. Я работала в одном из его баров официанткой. Он денег не давал, говорил жене, деньги не нужны. Мне чаевые давали, я из них тебе высылала. Он потом нашел другую и сказал, что со мной разведется, а ребенка заберет. Понимаешь, мам, моего ребенка. Танечка, бедненькая моя девочка. Танечка. А с ребеночком что? Все хорошо. Внук у тебя родился. Правда? Смотри. Чего? Да. Андрей Васильевич, можно? Что случилось? Боли? Нет, я нормально себя чувствую. Андрей Васильевич, мне ваша помощь нужна. Слушаю. Вы понимаете, Славу Нечаева арестовали из-за меня. Я хочу сказать следователю, что он не виноват. Так, телефон следователя есть у Филатовой. Я знаю, я заходила, а она уже ушла. Хотя, погодите, он где-то мне визитку давал. Да не стойте, присядьте. Вот куда ее положил сейчас? Понимаете, я думала, следователь сам придет. Ну, они же уверены, что Нечаев меня выкрал. А это не так. А кем вам приходится Нечаев? В принципе, никем. Я работала у него стюардессой в его экипаже. Еще до замужества. Ну, Нечаев за мной ухаживал, то есть пытался. А вы? Я мечтала о красивой жизни. И вышла замуж на свою голову. Вы понимаете, если бы мой сын родился в Штатах, он бы автоматически стал гражданином США. И Эванс бы его отобрал, а меня вышвырнул. Мне просто нужно было сбежать. И Нечаев сразу согласился вам помочь? Да. Слава не из тех, кто задает вопросы. Переодел меня в форму стюардессы, провел через терминал. То есть ради вас и вашего сына он рискнул всем? Да. На, вот же, держите. Спасибо. Привет. Тебя отпустили. Отпустили. Под подписку. Обвинение в похищении сняли, осталось лишь содействие в незаконном пересечении границ. Почему ты не в форме? Ну, на службе тоже расследование. От международных рейсов, скорее всего, отстранят. Все из-за меня. Да я ни о чем не жалею, Танюш. Ну, расскажи, как там сынишка?
На поправку пошел. Сам дышит, представляешь? На маму похож, просто копия. А когда выписка? Врачи говорят, недели через 2. А потом ты куда? Ну, к маме в Счастливое. Куда же еще? Танечка, извините. Тебя начмед вызывает. Адвокат приехал. Ой, я побегу, хорошо? Конечно. Ты давай, держись. Пока. Итак, 1 экземпляр остается вам, 2 я передаю своему клиенту. Напоминаю, что после развода с Эндрю Эвансом вы не имеете права претендовать на его имущество. Не очень-то и хотелось. Кроме того, вам запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, поскольку вы нарушили правила пересечения границы. Это все? Нет, не все. Эванс просил передать на словах, что он не будет предпринимать попытки отсудить у тебя сына, поскольку ему не нужен наследник с генами такой дряни, как ты. Это все. Я пойду, если ты. Да, конечно. Проклятая страна. Что, пересмотрели наше законодательство и поняли, что ничего не выйдет? Что отобрать ребенка у психически здоровой и несудимой женщины практически невозможно? Вы счастливы? Я да. Ничего не поменялось. Все те же дороги и те же... Танюша! Хорошие мои! Привет! Поздравляю тебя! Спасибо! Как же приятно, девочки! Спасибо! Спасибо! Толечка! Спасибо! Хороший. Ты в форме? Да. Тебя допустили к полетам? Ну, пока только внутренние рейсы. Но еще не вечер. Спасибо. Давай познакомлю. Давай. Это тебе. Спасибо. Мам. Да, доченька? Танюша, мы на улице подождем. Хорошо, девочки. Ну, как тут наш тезка? Отлично, спасибо вам. Я хочу еще раз напомнить, что после выписки вам с малышом нужно постоянно наблюдаться у врача. Конечно, я помню. Мы в Счастливое приедем, обязательно встанем на учет. Ну, зачем счастливая, Танюша? Ты можешь понаблюдаться у Андрея Васильевича. Ну, то есть пожить у меня с мамой, с Андрейкой, пока не надоест. А если не надоест? Пойдем? Спасибо большое. Удачи. Ой, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ой, спасибо. Ну что, Андрей Васильевич, поздравляю вас с первым тезкой. Спасибо. Поздравляю. Спасибо.